Привет, друзья! Меня зовут Маша, и сегодня я научу вас, как правильно образовать и как правильно использовать степени сравнения прилагательных в русском языке. Превосходная степень сравнения прилагательных в русском языке используется для того, чтобы передать значение максимальной выраженности признака или характеристики, самой высокой степени проявления данного признака. Превосходная степень сравнения прилагательных в русском языке выражается несколькими способами. Первый способ – это простой способ, простая превосходная степень. Это использовать суффиксы «эйш» и «айш», которые мы добавляем к прилагательному. Однако здесь важно помнить, что значение, которое передает эта форма, не самый-самый максимально выраженный признак, а один из самых. Например, это высочайшее здание в городе. Может быть самое высокое или одно из самых высоких. Это глубочайшее озеро России. Значит, что или самое глубокое, или одно из самых глубоких. Это мудрейший человек, один из самых мудрых. Это интереснейший фильм. Невероятно интересный, но не значит, что самый-самый интересный. Составная превосходная степень прилагательных в русском языке выражается с помощью слов «самый» в мужском роде, «самая» в женском роде, «самое» в среднем роде и «самые» во множественном числе плюс прилагательное в такой же форме. Например, это самое интересное издание по психологии. И значит, что нет ничего более интересного. Это самая знаменитая фирма. Значит, что нет ни одной более знаменитой. Это самые сильные люди на планете. Это самые известные ученые в мире. Как показывают эти примеры, самые передает значение максимальной степени проявления признака. Еще в превосходной степени могут вместо слов «самый», «самая», «самое», «самые» могут использоваться слова «наиболее» и «наименее». Слова, которые не изменяются. И эти слова можем использовать как синонимы слов «самый», «самая», «самое». Например, это наиболее высокое здание в этом районе. Это наименее увлекательная книга из тех, что я прочитала. Это наиболее известный автор из всех, кто здесь присутствует. И даже приводя эти примеры, я чувствую разницу в стиле. Слова «самый», «самая», «самое», «самые» имеют абсолютно нейтральное значение. Мы можем использовать конструкцию
с этими словами и в разговорной речи, и в книжной, письменной речи. Они не имеют никакой окраски. А слова наиболее и наименее имеют сильную такую книжную окраску, книжный оттенок значения. То есть они используются в официальных документах. Это наиболее высокое здание в данном районе. В научной речи будут использоваться такие слова или в официальных ситуациях. Я в разговоре с подружкой, скорее всего, не скажу: это наиболее интересная книга. Я скажу: это самая интересная книга из тех, что я читала. Еще один способ выразить превосходную степень в прилагательных – это способ использовать простую сравнительную степень и слово «всего» или «всех». Например, она выше всех в классе. Эта книга интереснее всего, что я прочитала в последнее время. Эта дорога хуже всех остальных. Задание труднее всего. Слово «всего» мы используем для существительных в единственном числе, и всех мы используем, когда говорим о предметах во множественном числе. Например, он богаче всех в этом городе. Чтение для меня интереснее всего. А что для вас, друзья, интереснее всего? Друзья, тема сравнительной и превосходной степени прилагательных – это серьезная грамматическая тема, которую важно повторять, находить слова в степенях сравнения в тексте, подчеркивать и стараться запоминать, как носители языка используют эти слова в своей речи. Удачи в изучении, успехов вам! Всего доброго!